Поздравляю американских астронавтов с удачным приземлением. Маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества. Хотя человечеству, по-моему, до этого сейчас нет вообще никакого дела. Все погрязли в какой-то мелочной фигне. Пойдем на променад. Туда ведет специальная тайная лестница. Точнее, лифт. Буквально 20 секунд, и мы на променаде Дубай-Марины. Неплохая диспозиция. Мы это оценили с самого начала. И здесь уже можно гулять. История того, как мы оказались в Дубае, началась не сегодня, не вчера, и даже не в 22 году, как можно подумать, а, наверное, где-то лет за 10 до этого. Дело в том, что человек в своей жизни ставит и решает определенные задачи. Большая их часть абсолютно стандартная. Посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Ну, наверное, продвинуться в какой-то профессиональной сфере, что-то создать, в чем-то поучаствовать. Но по мере того, как эти задачи выполняются, а часто бывает, что так оно и есть, то есть, в принципе, довольно много удается сделать, к этим задачам теряется интерес. Ну, то есть, строил ты дом, строил, наконец построил. Ну, отлично, вот он есть. Но больше в этом нет никакого творческого интереса. То есть, да, его можно использовать, можно туда ездить, но по большому счету, по сравнению со стройкой, уже это не то, нет того эффекта. Посадка деревьев. Я посадил, наверное, примерно 100 деревьев, которые я пересаживал из поля. Но как бы тоже эта тема была выполнена, деревья растут, они все уже гораздо выше меня, практически получился небольшой лес. Задача выполнена, и тоже дальше это уже не особо интересно. Потом, например, какие-нибудь профессиональные занятия. Писал программу, написал, сделал к ней сайт, поддерживал его, были какие-то клиенты. То есть все это было, все это нормально. Но сайт был открыт в 2001 году. То есть только одним сайтом я занимаюсь 25 лет. Это больше, чем возраст некоторых зрителей. Поэтому в какой-то момент это тоже не то что надоедает, но становится достаточно стандартным. И то же самое проживание в какой-то стране. Вот мы жили, Москва под Москвой, путешествия, поездки в разные страны, туда-обратно. В какой-то момент мы поняли, что мы перерастаем эту планету, этот глобус. И мысли куда-то перебраться стали возникать где-то в начале десятых. Другое дело, что мы хотели это сделать как-то более элегантно, выбрав, поехав в какие-то страны, пожив там месяц, два, три, сравнив одно с другим. На это бы ушел, наверное, не один десяток лет, как мы все делаем капитально и основательно. А у нас получилось действительно, не за 3 дня, но за 3 месяца точно. Поэтому мы на этом сэкономили довольно много лет. И, в общем-то, нисколько не жалеем об этом выборе. Хотя первые годы, конечно, все было очень непросто. Когда ты без документов, без каких-то планов в чужой стране, еще в каких-то малопонятных городах, типа Аджмана, все это, конечно, выглядело довольно странно. Это жизнь в отеле, тоже довольно своеобразное занятие. Но зато постепенно, потом, особенно вот сейчас, конечно, мы уже доросли до того, что нам стало совсем нормально. И довольно странное ощущение, такого человека мира, что ли, не побоюсь. То есть, да, мы вспоминаем, что у нас что-то было в России. В принципе, были и хорошие вещи, и не очень. Все как у всех и везде. Но по прошествии стольких лет это не вызывает какого-то культурного шока. То есть, честно могу сказать, что
я никакой ностальгии не испытываю, хотя всегда был фанатиком старых вещей. У меня со школы там дневник, авторучка, который я писал в сочинении в 10 классе. Все это хранится до сих пор в каких-то коробках. Вот вся вот эта вот фигня в стиле Амели, это прям вот точно про меня. Я уже не говорю о том, что все тетради с лекциями в университете за все годы в огромнейшей папке, стопке хранится где-то на даче. Но при этом как-то удалось это все отринуть, и сейчас уже не вызывает каких-то ощущений, что тебе надо вернуться, что тебе надо тянет на родину и что-то там хочется сделать. То есть всего было свое время, скажем так. Все это было нормально, пока не перестало быть нормально. Поэтому сейчас мы находимся здесь, воспринимаем жизнь в ее полноте. Я считаю, достаточно адекватно. Нет у нас каких-то сожалений и особых ностальгий о чем-то. При том, что мы возвращаемся в Москву летом, я навещаю маму, святое дело. Чем-то мы там занимаемся несколько месяцев, пока наконец не возвращаемся сюда обратно. Такая, конечно, может быть своеобразная жизнь, но в ней нет ничего плохого, и мы готовы продолжать и дальше. Ну, если в какой-то момент закроют выезд из страны, что, в принципе, вполне возможно для тех, кто помнит Советский Союз, когда были нужны еще выездные визы, вдобавок ко въездным за рубеж, и эту выездную визу тебе бы никто не дал, если бы что-то пошло не так. Но, в конце концов, мы свое пожили, я могу и в Москве просуществовать на этих плавленных сырках, тем более, опять же, все это уже было. Тоже какая-то такая повторяющаяся история. Ну, а дети, надеюсь, найдут здесь себе свое место. Уже сейчас они как бы что-то себе наметили. Работа, интересные люди из разных стран. Ну, то есть совсем другая жизнь. Поэтому я считаю, что все достаточно спокойно, адекватно, не требует каких-то уже сверхъестественных телодвижений. Будем стараться и дальше также вот как-то существовать, перелетать, пока это возможно. А дальше посмотрим. Ну, Эмираты не дают окончательных документов. Ну, здесь и многие русские живут исключительно по местным ID. То есть сейчас сложно получить какой-то паспорт. Поэтому, опять же, все это будет решаться по мере поступления. Пока это не актуально. Загранпаспорта еще действуют. Будем пользоваться. И пользоваться тут есть чем. Ну, единственное, что вот эти яхты, так можно подумать, глядя со стороны, вот типа живут среди яхт, богатеев. Но это не так, это прогулочные яхты, здесь нет ни одной частной. Пожалуйста, плати $50, и вот как вот эти вот товарищи, поедь на час-полтора. Тебя покормят еще какой-то хрючной едой, которая совершенно не похожа на домашнюю. Ну, мы на таких не катаемся. Поэтому сейчас все это воспринимается уже просто как такое часть шоу-бизнеса. Хотя, конечно, красиво. Такие, в общем-то, произведения технического искусства. Не очень разветвленные мысли, которые идут неспешной чередой, примерно как и все окружающие граждане. По-прежнему холодно. Я вот вернулся домой за свитером. Это у меня уже второй выход, вторая попытка. Так что весна действительно удивительна в этом году. Балует просто прохладой. Наверное, все-таки скоро это закончится. Но до тех пор можно и гулять. О жаре буду рассказывать, когда она настанет. Не будем предвосхищать события, потому что это здесь, конечно, отдельная песня.
и не самые гармоничные, к сожалению. Климат все-таки, надо понимать, в Персидском заливе, ну, кстати, как и в Иране, очень жаркие летом, и особенно в сентябре его довольно трудно переносить. Поэтому здесь, конечно, все экспаты стараются на это время отбыть, кто не сильно связан по работе. Но остальные, видимо, привыкают, благо, что здесь есть все средства для такой жизни под колпаком. Дома с кондиционированием, машины с ним же, огромные моллы, которые как города. Это же тоже все не случайно. А что вот здесь интересно? Какой-то отдельный тротуар. Так, какая-то музыка. Наверняка она подпадет под ютубовский страйк. Придется ее вырезать. Столько моментов надо учитывать. Просто не проскочишь. YouTube обнаружил какую-то копирайтную музыку даже на старых оцифрованных кассетах из 90-х, где на дальнем плане, где-то в другой комнате что-то играет. То есть вообще эти авторские права не дают спокойно спать. Сейчас, наверное, 8 или 9 часов времени. Народа немного. Те, кто был, уже успели разойтись. В Марину кто-то приезжает, но я думаю, что это исключительно те, кто живет неподалеку, ну или кто может доехать на машине. К вечеру они просто возвращаются домой. Из локалов не думаю, что здесь многие гуляют, потому что ко всему привыкаешь и в какой-то момент просто уже перестаешь обращать внимание. Как, например, вот эти небоскребы уже кажутся чем-то обыденным. Есть только к ним не присмотреться и не начать снова удивляться их величию. Поэтому ближе к ночи даже те редкие люди, которые посещали наш район, отбыли обратно. И сейчас, конечно, полный простор мысли. То есть вообще, я это даже люблю. Потом будет с чем сравнить. Но мне кажется, что эти вывешивания национальных флагов и празднования, все это не случайно. То есть эти арабы все-таки, они что-то крутят, мутят. Явно, что они что-то знают. И явно, что у них есть какая-то политика на этот счет. Иранцы где-то сообщали, что, по их мнению, ОАЭ активно участвовала в войне, не просто предоставляя свое воздушное пространство. Из-за этого мы здесь получили столько тысяч дронов от них. Но это означает, что шейх как бы знал, что идет, и у него явно были какие-то терки с этим режимом. Но опять же, это такая седьмая вода на киселе. Не стоит эти рассуждения воспринимать буквально, просто потому, что я здесь нахожусь вроде как бы в гуще событий. Никакой гущи тут особо нет. Тут вообще никого нет. Это, конечно, удивительно. Поэтому будем ждать. Может быть, в какой-то момент все-таки договорятся до чего-то, непонятно до чего. Пустят самолеты. Самолеты, правда, летают. Они пустили эмиратские линии. Я думаю, что, с одной стороны, чтобы поддержать местную экономику, понятно, что им хочется, прежде всего, своих, как бы, чтобы они заработали. А также наши дешевые рейсы просто, может быть, сюда не долетают, потому что время в пути стало больше, наверное, 6 часов. И все эти средние фюзеляжные самолеты, на которых летали все эти ютейры и Победы, может быть, они просто сюда уже не дотягивают. Но это, опять же, я не знаю точно. Во всяком случае, сейчас они не летают. Но все равно в один конец можно долететь, по-моему, тысяч за 35, что ли. Есть на какие-то дни. Ну, то есть не ахти что. Это получается где-то, сколько это в долларах? $400.
300, наверное. 300, нет, 400 скорее. Но гораздо больше, конечно, чем раньше. Но все равно подъемный, если вот что-то вдруг понадобится. Уж во всяком случае, на один билет можно скрести. А 1 декабря мы сюда прилетели по 4 800 на человека втроем. 4 800 это, ну, меньше $100, $70. Такой реально скидочный билет. Причем мы просто сидели и ждали, пока они вот на какую-то дату выпадут подешевле. И в этот день улетели. У нас не было каких-то четких привязок. Билет, конечно, был без багажа, точнее, там была ручная кладь и весьма ограниченный рюкзачок по размеру. Мне нужно было вывести, ну не нужно было вывести, просто мне мама подарила на день рождения типа такой игры. На таком деревянном поле кладутся шары из ценных пород камня. И само это поле типа такого большого деревянного подноса, который выходит за пределы допустимых норм для этого дешевого билета. И никак ты этот поднос не просунешь, потому что они заставляют все рюкзаки закладывать в специальную железную емкость для проверки их объема. И мне пришлось, как в добрые старые времена начинающего контрабандиста, просто положить этот поднос в такой пакет и надеть его за спину, как бы под куртку. Ну, поскольку он деревянный, он не звонит. Ну, в общем, глупость полная. В общем, непонятно, зачем это было нужно. Но, в общем, короче, теперь у нас эта игра является одним из экспонатов в нашем стеклянном шкафчике. Поэтому перелеты были более чем доступны. Тем более, что они беспересадочные. Нам до сих пор везло. То есть мы ни разу не попадали на план-ковер, когда люди там сутками сидели или, по крайней мере, самолеты перенаправляли куда-то в другие города. Каждый раз мы долетали, куда летели, во Внуково, совершенно спокойно. И то же самое обратно. Но понятно, что в какой-то момент это может не сработать. Сейчас это точно не работает, поэтому мы и не рыпаемся. А к Лене прилетала знакомая, подруга детства. И вот обратно она попала на 9-часовую задержку. То есть они сидели в этом новом аэропорту Аль-Мактум. Их там даже кормили бесплатным Макдональдсом. Наверное, за счет Эмиратов. Вряд ли бы победа на такое раскошелилась. Но в любом случае, спустя такое, в общем-то, большое время они все-таки вылетели. И в середине ночи потрепанные, но довольные были в Москве. Поэтому перелеты — это, конечно, всегда такой некий риск, особенно в наше время. Ну, а мы пока сидим, ждем, с одной стороны, мая, то есть, ну, до мая точно мы досидим, это железно. А так, может быть, даже и дальше, может быть, даже до начала июня. То есть нет каких-то четких планов, каких-то задач. Пока ничего не нужно, и нет смысла как-то вроде особо рыпаться. Нам здесь нравится, все нормально. Заняться есть чем. Вот какой огромный променад. По нему можно ходить каждый день, что мы, собственно, и делаем. И это, во всяком случае, не при 3 градусах Цельсия, как сейчас в Москве. Ну, в общем, привычка — вторая натура. И я повторюсь, что если бы что-то не устраивало, конечно, нас бы здесь ничто не задержало. Мы довольно ядовиты в этом смысле. Фуфлом нас не запугаешь. Но раз мы здесь, это о чем-то говорит. Никто не заставляет. И вот спустилась ночь. Пешеходы рассосались. Редкие граждане читают свои телефоны. Видимо, у них телеграм-то работает. Страшное дело. Не знаю, что с этим буду делать. Я как-то тоже привык.
котам, само собой, ну и ко всему остальному тоже. Будем решать. Все-таки я тоже немного айтишник с 30-летним стажем. В IT я так как бы не на короткой ноге, но могу что-нибудь запрограммировать. Может быть, это как-то выручит. А вообще с доступом в интернет у меня получилась странная история. У меня был собственный веб-сервер в Москве, причем собственный физический, который я прям сам собирал с помощью отвертки и потом отвез его в дата-центр. И он там стоял, наверное, больше 10 лет, даже, может быть, лет 15. Потом, после 22 года, мне стали сообщать, что сайт не открывается в некоторых странах из-за блокировок российских IP. И это как-то меня триггернуло, что типа непорядок. Все-таки свой сайт, когда люди жалуются, как-то ты начинаешь реагировать. Я забрал сервер и открыл сервер в Хетцнере. Это такой немецкий провайдер. Но из экономии я открыл в финском дата-центре, у них там есть подразделение. Оно чуть дешевле стоит, там на какие-то несколько копеек. Но тем не менее, все равно это за рубеж и, можно сказать, страна НАТО. Этот Хетцнер впал в немилость советской власти и был заблокирован. Прям сам этот сайт и многие домены, которые у них располагались. Но странным образом Multitrans все еще работает в России, по крайней мере, я так понял. И, естественно, у меня есть на него доступ через удаленный десктоп, через РДП. Еще прошлым летом, естественно, я туда заходил, и когда лень было включать VPN, а VPN еще позволяли куда-то зайти на телефоне, когда лень было этим заниматься, я заходил через РДП. Естественно, там в Финляндии на серверном канале, который там прокачивает терабайты там какие-то в секунду, естественно, все это открывается, любые сайты. То есть, в принципе, если это так будет продолжаться, не знаю до каких пор, то я могу также и продолжать. То есть я могу просто заходить удаленно и открывать там любые сайты, YouTube, Telegram и прочее. Но это не очень удобно. Я привык слушать вечером в телефоне, без всякого экрана, прокинуть какую-то связь через сервер на телефон. Ну, я такими средствами не владею. Все-таки я не очень разбираюсь в этих вещах. Поэтому все равно это будет, конечно, криво, неудобно. Но, опять же, пока все это работает, без связи не останусь. Что-нибудь придумаем. Ну и, кроме того, человек всегда решает какие-то задачи. Вот было скучно, а теперь будет не скучно. Будем изобретать велосипед, в 125 раз устанавливать какие-то программы. Вот. В то время как весь мир развивает искусственный интеллект, мы будем пробиваться в интернет. Наверное, это судьба советского человека. Ну, всегда есть какой-то выход. При Союзе тоже пытались все заблокировать. И чем это кончилось? Я помню, основной канал информации для многих граждан — это были передачи русскоязычные: BBC, «Голос Америки», «Радио Свобода». И в Москве их глушили. То есть передачи были аналоговые, прямо AM, FM. Ну, я шучу, это группа. AM — амплитудная модуляция, как во время Второй мировой войны. И стояли просто аналоговые глушилки, которые выдавали шум. Вместо того, чтобы слушать Севу Новгородцева, ты, значит, слушал какое-то непонятное бурчание. Но стоило отъехать от Москвы на 10, 20, 30 километров, что-то смещалось в атмосфере, глушилки, видимо, имеют не стопроцентное действие. И я помню на даче, где я бывал, там через обычный транзисторный приемник все это прекрасно работало. Примерно как с нынешним доступом к телеграмму. А у родителей в Москве был радиоприемник Рига-10 какого-то 53-го года выпуска, еще на трофейном немецком оборудовании на заводе имени Попова почему-то. Там был динамик 40 сантиметров в диаметре, естественно, ламповый, все там было такое винтажное, практически военных времен. И на нем
прекрасно ловились все эти радиостанции, но я не помню, чтобы мы когда-то слушали русские, не по причине того, что боялись глушения, а просто включали английские. Английский никто не глушил. VOA, BBC, то есть все это свободно можно было слушать на языке. И вот я сейчас, прямо как сейчас помню, через этот 40-сантиметровый динамик вечером, даже я не знаю, смогу ли воспроизвести, но попробую. It's Willis, Conover and the VOA Jazz Hour. Ну, в общем, слабо, конечно. Поэтому и Уиллиса Коновера удалось застать. Причем даже где-то, я думаю, в середине его каденции. Он транслировал с 55-го чуть ли по 95-й год. Ну, то есть, да, с середины 70-х я вполне мог это слушать. Отец включал. Поэтому информация все равно была. И совершенно как бы из открытого источника, даже не заглушенная. То есть, я думаю, сейчас при таком развитии цифровых технологий, но это вообще не проблема. Чего-нибудь придумаем, выкрутимся. Но выкручиваться, конечно, неохота, если честно. Я говорю, проще сидеть там, где это работает. Неохота просто заниматься ерундой. Особенно, когда ты понимаешь, что тебе там ловить абсолютно нечего. То есть нет связей, нет контакта с жизнью. То есть пусть они живут там, как хотят, ради бога. То есть просто нет ни семьи, ни бизнеса, ни каких-то особых тем. То есть чего изобретать какие-то задачи, когда можно решать что-то другое, более целенаправленное, интересное. Вот сейчас, например, освоение YouTube. Как я буду его осваивать, когда ничего не работает? Это как-то, ну, прямо скажем, неинтересно. Поэтому хорошо, когда простые задачи решаются сами собой, когда не нужно вот на таком уровне тратить свое время и силы. Тем более, уже увидев многое, пожив и, так сказать, имея какой-то опыт. В общем, все это рассуждение весенним вечером в Дубае, скажем так. Не то чтобы это какое-то руководство к действию, никого не призываю, но просто в очередной раз вышел погулять. Опять сделал большую проходку. Не знаю, кому она нужна. Нет, какие-то сидят даже и в кафе, я смотрю. Вот что интересно. Нет, весь Дубай прям вот ждет, пока шейх щелкнет пальцами, опять полетят победы. Русский человек рванет однозначно, потому что деваться ему некуда вообще. И снова все лежаки напротив будут заняты, пляж будет заполнен туристами. Ну, заглядывает так на шаг, на два вперед. Посмотрим. Во всяком случае, пока временное затишье. И хотя тут предвещают следующие порции шахедов, но надеюсь, что все-таки этого не произойдет. За это время американцы успеют прислать новых ракет. Здесь все это решается быстро. Ну, потому что все поставлено на карту. То есть это не то, что там они как-нибудь обчешутся, и бог с ними, и дела до них никакого нет. Здесь дело есть до всего, потому что это серьезная тема, это будущее страны. И шейх за него отвечает, за это будущее. У него есть наследники, которые будут продолжать его дело. Там у него есть сын, который тоже там уже чем-то рулит. Ну, я совершенно не разбираюсь в местной структуре управления. Я так смутно представляю, что там есть шейхи в каждом из эмиратов. Все они, наверное, входят в какой-то совет, условно говоря, может быть, даже какое-то правительство. И относительно совместно принимают какие-то решения. Поэтому то, что Дубай вступил в войну с Ираном, но это не Дубай, это как бы Абу-Даби, точнее все Эмираты вместе, они же все-таки единым фронтом выступают
Поэтому, видимо, они посчитали, что как бы вот надо, настал момент. Но Америка, конечно, да, всегда играет такую интересную роль во всех этих историях. Ну вот я говорю, сегодня приземлились эти космонавты, точнее астронавты. Удивительно, страна одновременно потянула войну, ну как бы победоносную или нет, это другой вопрос. Потянула космическую программу, потянула искусственный интеллект, который уже сейчас меняет весь мир. Это, в общем, достаточно большое достижение, нужно признать. История знает много примеров, когда страны брались даже за что-то одно из этого, полностью задвинув все остальное. И то все это заканчивалось грандиозным провалом. А здесь все как бы относительно срабатывает. Даже при таком, я бы так сказал, вздорожном президенте. Ну, то есть в демократии тоже есть какой-то смысл. По крайней мере, она дает возможность развиваться бизнесу. Американцев, конечно, трудно понять. У меня вот друг в Вашингтоне с 95-го года, переселившийся туда, давно уже гражданин, голосующий. И вот мы с ним общались где-то накануне этих последних выборов, которые были год с чем-то назад. Ну, я говорю, ну, за кого ты будешь? Он говорит, я все посчитал, я составил таблицу, какие кандидаты по своей программе принесут мне лично мне наибольшую финансовую выгоду на полном серьезе. То есть не то, что там будущей цивилизации, как мы привыкли, всемирные блага. Нет. Ну, им есть что считать, потому что, как ни смешно, все их кандидаты действительно выполняют эти обещания. То есть это не просто пустые слова. Такой вот любопытный факт, который я слышал от многих американцев, ну, особенно, естественно, переехавших, которые привыкли к несколько другим условиям, их очень удивляло, что эти депутаты, за которых они голосуют, они реально прям начинают выполнять. Пусть даже это какой-нибудь там районный кандидат, который там обещал обустроить какую-нибудь детскую площадку, так он таки прям начинает ее обустраивать. Ну вот. И это вначале сработало в плане выборов. То есть действительно там все стало расти, инвестиции, крипта, все вот эти вот проекты. Но когда мы с ним созвонились после начала войны в Иране, буквально на следующий день, он говорит, американцы недовольны, все начинает дорожать, мы на это не записывались. Ну, в общем, таблица дала небольшой сбой, но теперь уже ничего не попишешь. Будем считать, что Трампа одолели какие-то соображения глобального масштаба. И все еще есть слабый шанс, что, может быть, все это как-то положительно развернется. Потому что действительно иногда что-то надо делать. Нельзя ждать, пока оно произойдет само собой. И вот мы дошли до пустой арки. Опять она стоит в одиночестве. Как это грустно. Ну что же, снимем еще раз. Небоскребы призывно ждут своих жильцов. Даже тех, кто временно уехал. Надеюсь, что этот момент настанет. Ладно, пойду понемногу домой. Нужно еще поковыряться в компьютере. Хочется сделать непрерывную проводку, как у профессионалов. Но это у меня всего лишь вторая попытка. Видимо, я еще не дорос. Не удается избежать склеек. Любопытно. Тут часть домов отели, а часть обычные многоквартирные дома. И вот прямо по курсу, судя по всему, как раз отель, в котором я вижу лишь 2, может быть, 3 освещенные окна. Это говорит о том, что да, постояльцы не прибыли. А многоквартирные дома все-таки больше освещены,
скорее всего, в них кто-то живет. Это вот постоянные резиденты. И вот мы приедем в Москву. Я совершенно не представляю, чего я там буду делать. Ну, как мы живем? Ходим по магазинам, покупаем какую-то еду. Лена готовит. Потом мы выбираемся на воздух. Мы едем либо в Тропаревский парк, либо в Воронцовский, либо еще в пару парков, которые вокруг, где можно подышать воздухом. Но это как бы такой досуг, не сильно отличающийся от того, что мы имеем здесь. Какие-то дела я вообще не представляю, то есть вот чем заниматься. Раньше я сканировал какие-то словари, я их покупал, заказывал через Авито, получал, вез на дачу, резал на резаке, потом вез в Москву, сканировал на сканере. Но я отсканировал все, что хотел, больше уже их практически нет. Уже, слава богу, 26-й год, сколько можно этим заниматься. Разворачивать что-то новое, но сейчас явно не то время. Сейчас старое-то все закрывается. Поэтому тоже, по сути дела, такой же досуг, только в средней полосе. Да, там будет прохладнее, хотя нужно признать, что в августе бывают недели, когда ты тоже не выходишь на улицу, потому что жарко. Ты ждешь вечера, ну то же самое, как здесь. Ну здесь в августе вечером тоже не очень. Ну, в общем, спорная тема. Действительно, в основном все связано с какими-то целями и задачами. Целей и задач особо нет. Поэтому и ехать как-то вот как бы надо, но не то чтобы прям вот для чего-то. Просто повидаться и все. Поэтому я считаю, что у нас все сложилось очень вовремя. Мы полностью дозрели, и плюс еще все вот это. Ну и, как говорится, don't look back, не взгляда назад. Шейх призвал поднять флаги ОАЭ в честь победы над Ираном. Такой же флаг у нас висит и внизу, в холле нашего дома. ОАЭ, Израиль и США отмечают победу над Ираном, а Иран, в свою очередь, отмечает победу над ними. Такая интересная история. Между тем, наш холл продолжает напоминать о прошедших тяжелых временах. Но это не атаки дронов, а это всего лишь небольшой потоп, который совпал с войной. Всех поздравляем с Пасхой. Вот Лена сварганила 2 Пасхи. Искали формы недели 2. Чего нет, того нет. Наверное, на Амазоне можно взять долларов по 30, но это всего лишь бумага, поэтому удалось применить кастрюля. Форма такая получилась специфическая, но яйцо покрашено луком, и для отделки Пасх использованы импортные шоколадки. Вот это, по-моему, ирландские, а вот это, по-моему, голландские. Привет с родины. Что бы мы делали без Ютуба?